Хаюшки, дорогие друзьяюшки. В прошлом выпуске я вам рассказывал о NFT, о маркетплейсах, в частности OpenSea. Сейчас же я вам хочу рассказать о убийце, который, по всей видимости, займет на рынке NFT одно из лидирующих мест и устранит, как многие эксперты думают, платформу OpenSea. А почему так будет? Я вам расскажу дальше в этом видео. Пожалуйста, смотрим. Поехали. Создатель Yearn Finance представил свой NFT Marketplace. Первое время площадка будет поддерживать только протокол ERC-721. Комиссии за торги отсутствуют, в отличие от OpenSea. И это самый главный плюс. Создатель фарминг протокола Yearn Finance Андре Кроенье, француз, ладно. Создатель фарминг протокола Yearn Finance Андре Кроенье запустил собственный маркетплейс невзаимозаменяемых токенов NFT под названием Arshen. Об этом сообщается на сайте проекта. Площадка работает на базе блокчейна Phantom. Нас снимают уже. Да. Ну ладно, поехали. Ой. Создание NFT токенов. NFT токенов? What? Создание NFT токенов обойдется пользователям в 10 FTM. Это плюс-минус $13. При этом торговые комиссии на платформе не взимаются. Это считается главным преимуществом перед OpenSea, где за каждую сделку площадка взимает 2,5% комиссии. Первое время Arshen будет поддерживать только NFT на базе протокола ERC-721. Впрочем, в список поддерживаемых токенов также входят альткоины на базе ERC-20 от Phantom, включая FUSDT, USDC, DAI. How it's really possible. В дальнейшем команда разработчиков планирует добавить поддержку стандартов ERC 1155, ERC 2981 и другие функции. На фоне анонса нативный токен блокчейна Phantom, он же FTM, подскочил на 10%. На момент написания материала токен в паре FTM/USDT стоит $1.2. То есть $1.2? Да, точно. $1.2. Вот. Рыночная капитализация токена выросла почти до $3,3 миллиардов. Ранее стало известно, что большинство токенов, проданных на OpenSea, невозможно перепродать. Напомним, как выяснил Готье Цупингер, главный операционный директор Non-Fungible, более 70% NFT, купленных за последние 3 месяца на OpenSea, почти невозможно перепродать. По его словам, это может объясняться тем, что большинство создаваемых NFT абсолютно бесполезны. Тем временем, аналитики Into the Block выяснили, что рынком NFT движут спекуляции. По их словам, хайп вокруг невзаимозаменяемых токенов по большей степени несет спекулятивный характер именно из-за роста Этерума. Эксперты также усомнились в том, что рынок движет желание хранить покупаемый NFT, например. Сообщается, что только за 1 август более 200 тысяч адресов купили хотя бы один NFT на OpenSea. Вот так вот. Также, дорогие ребятушки, хотелось с вами поговорить о том, как сотрудник OpenSea торговал NFT, используя инсайдерскую информацию. Вот такой вот он был, негодяй-то. Никогда так не делай, не нужно так делать, ни в коем случае. Будьте честными. Популярный маркетплейс NFT подтвердил, что сотрудник его компании покупал NFT заранее, зная, что они подорожают. NFT-площадка OpenSea подтвердила, что один из ее руководителей использовал служебную информацию для получения прибыли от продажи NFT. Нейт Чейстен, тот самый член команды, о котором идет речь, до сегодняшнего дня был руководителем отдела продуктов платформы. Чейстейн, какая фамилия? Чейстейн. Знал, какие NFT будут представлены на главной странице OpenSea и с большой вероятностью подорожают. Затем он скупал эти NFT и продавал по завышенной цене. Вот так вот. Значит, дальше мне бы хотелось поговорить немножко о том, как раскрыли все эти махинации и кто этому посодействовал. Парень в Твиттере с ником Зугу, который обратился к бирже с вопросом. Привет, OpenSea. Почему кажется, что у Нейт Честейн есть несколько секретных кошельков, с помощью которых, по-видимому, покупаются ваши выложенные на главной странице NFT, до того, как они будут там опубликованы? После хайпа, возникшего из-за того, что они на первой полосе, NFT продаются и в итоге деньги возвращаются обратно на его основной кошелек. OpenSea признала, что один из ее сотрудников действительно приобрел NFT, которые, как они знали, будут отображаться на главной странице, прежде чем они поступят в продажу для широкой публики. Биржа не подтвердила личности сотрудника, но совершенные транзакции указывают на Чейстейна.
А сами слова команды OpenSea были таковыми. Это невероятно разочаровывает. Мы хотим пояснить, что такое поведение не отражает наших ценностей, как команды, добавила OpenSea. Так вот. Они не при делах, это вот все Чейстейн накручивал. Подлец один. И никто ему не говорил этого делать. Никогда, нет. Никто не знал даже. Я уверен в этом. Да. Значит, что дальше будет с OpenSea? В OpenSea пообещали провести немедленное и тщательное расследование инцидента, в надежде понять, что именно произошло и что им следует делать дальше. Кроме того, биржа внедрила несколько новых политик, чтобы не допустить таких ситуаций и в будущем. Значит, что они внедрили? Ни один сотрудник OpenSea не может покупать или продавать NFT у коллекций или создателей. Но это же логично. Можно было это и сразу внедрить. Ну, понятно. Пока OpenSea активно их продвигает. Членам команды запрещается использовать любую инсайдерскую информацию. О боги, серьезно? Ну да, нужно запретить. Иначе сотрудники ни разу не могут воспользоваться этим. Для покупки или продажи любых NFT. Это включает в себя покупку-продажу NFT как на OpenSea, так и на других платформах. Иными словами, включился внутренний мониторинг того, что, ребята могут влиять на рынок, могут влиять на продажи внутри команды. Поэтому, так нельзя делать. Да, включили такого внутреннего цербера. В принципе, как и везде, так и на рынке NFT. Дошло и туда. Также OpenSea завершила свое заявление утверждением, чтобы построить новый и более открытый интернет, расширяющий возможности для создателей и коллекционеров, нужно будет обеспечить доверие и прозрачность во всем, что мы делаем. Мы стремимся поступать правильно и вернуть доверие сообщества, которому мы служим. Вот так вот. Добродетели. Очень даже. Молодцы. Угу. Да. Как говорится, у меня на сегодня все. Спасибо за ваш просмотр, за то, что слушали мои новости на моем маленьком каналчике, который, я уверяю вас, развивается и в дальнейшем будет расти. Так как я и оператор, и режиссер, и монтажер этого канала, то прошу вас поставить маленький такой незаурядненький лайкчик, такой маленький. Сильный, большой не надо, маленький. И, по возможности можно сделать репост, если есть возможность, конечно же. И написать комментарий. Это очень важно в продвижении моего маленького такого YouTube канальчика. Да. Так что, до скорой встречи. Пока, кушки, дорогие мои ребятушки.